Так, сейчас, друзья, я решил выпить немножко кофе. Кто мне в этом откажет, да? Так, и многие из вас спрашивают, что это у меня, когда я развожу костер, из рук вылетают какие-то искры. Вот, собственно, эта штучка, которая является источником искр. Это называется огниво. В этом стержне сплав алюминиевой и магниевой стружки. Вот, все это спрессовано. И когда начинаешь чиркать, появляются вот такие искры. У любого себя уважающего таежника есть вот такая штука. Никакие охотничьи спички, не упаси бог, не зажигалка. Вот эта штука та, которая спасет вам, может быть, когда-нибудь жизнь. Потому что спички поломаются, промокнут. Зажигалка-то вообще про нее говорить ничего не хочу хорошего. А это хоть мочи, хоть не мочи, искру она даст всегда. Главное уметь ей пользоваться. Вот. В чем еще ее плюс? Потому что температура искры, которая вылетает из этого стержня при помощи трения кресала о само огниво, температура горения магния около 3000 градусов. Для сравнения, газ, который у нас в газовой плите, у него температура горения около 1500 градусов. Вот. Дерево, если я не ошибусь, то оно, как кажется, горит при 300 градусов. Так, желательно иметь с собой такой ватный диск. Вот. Что мы делаем? Кладем сюда первый слой сосновых иголок, ватный диск и аккуратно на него добавляем стружку с этого огнива. Это очень важно, потому что некоторые начинают сразу чиркать, и ничего у них не получается, только расход на поверхности самого активного элемента этого приспособления. Поэтому делаем небольшую стружку. Как только стружка появилась у нас на ватном диске, нам достаточно сделать всего одно-два движения, и мы уже видим огонь. Далее нам остается только подбросить еще немножко сосновых иголок. Все, у нас огонь готов. И клювом желательно не щелкать, а подбрасывать, начинать маленькие веточки, которые у вас должны быть заготовлены заранее, вот как у меня. А некоторые появится огонь, я добыл огонь, и начинается беготня по лесу за вот этими веточками, и пока он бегает, огня уже нема. Поэтому, друзья, готовимся встречать огонь заранее и поддерживать его. Так. Ну все, ждем, когда прогорят маленькие веточки, потом начинаем добавлять более крупные. И тогда у нас будет постоянный жар нашей печки, и мы можем готовить себе еду или варить чай, кофе. Ну, в принципе, нам можно уже наливать воду в турку, засыпать кофе и начинать варить. В принципе, можно ставить прямо на огонь. Главное, ручку не спалить. Но будем за этим следить внимательно. Вуаля! Ну вот, друзья, закипает мое кофе, мой кофе, так правильно будет. Давайте сделаем с пенкой. Класс.
Ну и кто нам мешает привнести немножко эстетики в наш быт? Правильно, никто. Вуаля. И, конечно же, сладости. Вот так. И вечерок можно считать, что удался на славу.